Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Итак, расклад на месяц декабрь. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут и что интересного произойдет в декабре месяце. Последний месяц этого года, уходящего 2025 года. Что же интересного он готовит вам, представителям знака Рак. Я напоминаю, это общий таро-прогноз, он не индивидуальный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет. Окажется полезным, пишите комментарии, лайки оставляйте, подписывайтесь также на мой YouTube канал. Я буду очень признательна новым зрителям, новым подписчикам. Я всегда очень и очень рада вам. Поэтому пишите, не стесняйтесь, подписывайтесь тоже и оставляйте любую какую-то отметку о том, что вам это видео понравилось. Итак, раки. Давайте посмотрим, раки, что же раков ожидает. У нас две колоды. Я сейчас перетасую еще, да, одну колоду дополнительную, и мы с вами начнем. Посмотрим, что же получится. Итак, готовы? Давайте. Раки. Иерофант. Пятерка жезлов. Королева кубков. Восьмерка жезлов. Король пентаклей. Десятка пентаклей. Карта сила. Семерка жезлов. Девятка жезлов. И девятка пентаклей. Итак, что у нас есть? У нас есть Иерофант, первая карта. У нас есть замечательная такая рядом королева кубков с королем пентаклей. Такая пара. Прям вообще замечательно. Ну, смотрите, Иерофант. Семья, традиционные ценности, семейные ценности, все, что касается брака, желание создать семью, кто еще не в отношениях семейных, у кого уже есть семья, возможно, здесь поддержание этого семейного очага, хотя могут возникать конфликты, потому что есть пятерка жезлов, она как будто бы мешает этой идиллии, то есть возникают споры, какие-то разногласия или какие-то задачи, которые нужно решать, которые могут быть такими вот немножечко для вас некомфортными, вот эти вот здесь моменты, поэтому, раки, обратите внимание, но очень много земной стихии, здесь девы, тельцы, козероги, возможно, имеете дело с ними, ваша водная стихия также присутствует, это раки, рыбы или скорпионы, лев тоже активно здесь есть, причем вот в разных интерпретациях, хотя на самом деле и стрельцов достаточно много, и девы вот тоже есть, да, в двух вот этих картах. То есть очень много разных стихий, но если вы имеете отношение к таким знакам зодиака, вероятность того, что видео вам подойдет, она как бы больше. Итак, давайте посмотрим. Карта Иерофант. Почему выпадает она первой? Вы здесь за традиции, за традиционные ценности, за то, чтобы делать так, как принято, как должно. Если вы не в браке, может быть, вы хотите создать семью, и вы за брак, за создание семьи. Если у вас уже есть семья, за сохранение семьи, то есть для вас важно вот это вот, собственно, да, семейность. Также по Иерофанту вам хочется мудро поступить. Если какая-то возникает спорная ситуация или какой-то для вас сложный вопрос по пятерке жезлов, здесь спорная задача, то вы пытаетесь найти мудрое решение. Может быть, даже обратиться к кому-то, кто может вам дать хороший совет, как этот Иерофант, посоветовать нечто мудрое, что подойдет и поможет вам решить этот вопрос. Давайте посмотрим на Иерофанта, почему, собственно, выпадает он у раков здесь в декабре. Карта шестерка мечей здесь у вас есть. Карта перемен. Действительно, для кого-то перемена создать семью, если ее нет. У кого шестерка жезлов с желанием сохранить семью может сочетаться. Или с каким-то интересом, когда вы интересуетесь тем, что происходит у ваших близких. Возможно, это какая-то сложная ситуация, что-то, что вызовет у вас негодование, какие-то конфликтные моменты возникают. Но вы стараетесь, тем не менее, сохранить, уберечь. Поэтому карта Иерофанта, да, то есть поступить мудро, поступить благоразумно во всем происходящем. Как будто бы есть шанс, возможность, если отношения не ладятся со второй половинкой, шанс их наладить, шанс их восстановить, хорошая возможность для этого. Если человек с вами даже на расстоянии, там, не знаю, вы замужем или женаты на расстоянии, есть хороший шанс эти отношения наладить, восстановить. Карта пятерка жезлов,
которая здесь показывает все-таки какие-то напряженные отношения или какую-то сложную ситуацию, да, как проблему в семье, которая была, или какие-то серьезные разногласия, которые как разбитый кувшин, который нужно склеить, собственно, и очень тяжело это сделать, потому что, ну, вот уже по-любому осколки будут, ну, заметны, да, то есть будет понятно, что это склеенный сосуд, что он уже не целый изначально, то есть это все равно дает о себе знать, как сердце разбитое. Ну вот склеишь его, оно все равно свои шрамы оставляет уже, и никуда их не денешь. Приблизительно такое же здесь тоже может быть, что есть какие-то шрамы, обиды, но тем не менее есть шанс восстановить или наладить эти отношения. И карта королевы кубков с королем пентаклей показывает, может быть, пару, может быть, у вас пара с земным знаком, это девы, тельцы или козероги, а вы водный знак. Рыбы, раки или скорпионы тоже могут иметь дело, как вы, да, ваша стихия раки. Может быть и водная стихия, но здесь вот именно такая пара показана. Итак, карта королева кубков. Давайте посмотрим, почему именно королева кубков. Потому что вы здесь больше чувства проявляете. Вы здесь много думаете о чувствах, о семейных ценностях, семье, любви. Да, вот. Поэтому королева кубков, о желании добиться успеха в этом своем мероприятии. Карта пажа пентаклей снова выпадает как земного знака, то есть монета, которая вам дается, шанс, который вам дается на восстановление, может быть, отношений или на починку каких-то отношений для вас. То есть вы стараетесь эти шансы здесь использовать и достаточно усердно это делаете. Карта восьмерка жезлов. В ближайшем прошлом были какие-то события быстрые, скорые, такие спонтанные, когда вы даже не ожидали, что так вдруг вот что-то неожиданно произойдет, как да, какой-то прогресс быстрый, что-то вот действительно как гром среди ясного неба, но в хорошем смысле слова что-то такое могло происходить. Была какая-то динамика очень значительная у раков. Может быть, вы куда-то ехали, может быть, вы приняли спонтанное решение куда-то поехать. Карта мир. Обратите внимание, да, то есть я достаю из колоды карты, но при этом вот говорю. Почему я сказала про поездки? Потому что восьмерка жезлов часто еще может перемежаться с перелетами, вот как будто как эти жезлы быстро летят, то есть что-то прям очень скорое. Там. Или вот вы долго думали над чем-то, делать, не делать, ехать, не ехать, ехать или не ехать, а потом в последний день взяли билеты и поехали. Да, то есть вот спонтанно, быстро, вдруг, или кто-то вдруг приехал, как издалека. То есть что-то такое вот очень неожиданное. Карта мир. Для вас-то, скорее всего, что-то позитивное было, или позитивные эмоции от поездки, или позитив или триумф от ощущения, что вы кому-то нужны, раз к вам кто-то приехал, считаете это достижением, или в работе, в делах был какой-то быстрый прогресс, успех, прогресс какой-то очень серьезный, или какое-то признание окружающими. Вы могли здесь также и познакомиться с большим количеством людей, как восьмерка жезлов, новых друзей, завести новые знакомства, и карта мир по миру, да, очень много людей, которые могли вот как будто бы признать ваши заслуги, вас в целом, заметить вас, хвалить вас за что-то. Давайте дальше. Карта короля пентаклей, земной знак, ваше подсознательное. Оно настроено на стабильность, на постоянство, на семью, на, может быть, такого человека земного знака, как я говорила, девы, тельцы или козероги. Поэтому король здесь семерка чаш. Думайте о вариантах. Семерка кубков. Думаете о вариантах возможных или о том, что этот человек имеет варианты, ему нужно принять решение. То есть здесь какие-то вот переживания по этому поводу, боязнь ошибиться с неправильным выбором. И очень много есть иллюзий ваших, и много есть планов, фантазий о том, как лучше, как будет, как будут развиваться события. А вы себе фантазируете, думаете, додумываете. Дальше десятка пентаклей. Это семья. Это все, что связано с семьей, но и не только. В основном-то это про деньги. Это не так про семью, как про деньги. Но здесь просто изображена семья, поэтому первое, что сорвалось с языка, это семья. И здесь карта смерть. Это не означает, что что-то трагичное происходит в семье, хотя такое тоже может быть, но я думаю, что здесь не об этом. Я думаю здесь смотрите, death through birth, то есть здесь мы говорили о возможности восстановить какие-то отношения, а здесь у нас по карте десятка пентаклей со смертью возможность трансформироваться, изменить свое отношение к чему-то происходящему в вашей семье или в вашем доме, в вашем браке, возможно, чтобы сохранить, чтобы восстановить, возродить, rebirth, да, возродить отношения, чтобы эта звезда, которая здесь сияет, засияла с новой силой, с новой мощью, потому что по карте сила у вас есть возможность и влияние на кого-то, да,
которое вы можете оказать, не физическое, а вот как женской мудростью, женской способностью, своей вот женским началом, если мы говорим про женщин, или мужское, возможность, если мужчина смотрят, действовать не на пролом, не силой, а обуздать эту силу, не агрессией действовать, а какой-то лаской, вниманием, заботой, ну вот сохранить, восстановить, да, выстроить доверие с этой своей второй половинкой, восстановить отношения. Поэтому карта сила — это то, как вы себя проявляете, и вы чувствуете в себе эту силу, вы чувствуете в себе эту возможность благодаря вашей силе сохранить, она держит этот кошелечек, сохранить то, что для вас ценно, что для вас важно. Для кого-то это семья, для кого-то здоровье, для кого-то это просто деньги. Но я думаю, здесь больше про отношения, сохранить отношения, найти способ их сохранить, каким-то образом попытаться это сделать. Карта семерка жезлов в вашем окружении, как мы уже вот говорим, да, в вашем окружении есть кто-то, кто противостоит, как будто бы сопротивляется, да, не хочет признавать то, что вы предлагаете, возможно, или по семерке жезлов ну, какой-то такой вот как старается не обращать внимания на то, что говорят окружающие, как живет в своем мире, говорит: отстаньте от меня, я должен подумать или должна подумать, и вот как будто бы не трогайте, у меня свои задачи, свои вопросы. И карта Паж кубков, может быть, переживает этот человек, что не получится ухватиться за эту возможность восстановить отношения или запрыгнуть в уходящий вагон поезда и ухватиться за эти ноги, да, которые где-то там улетают по этой карте. То есть это как бесконечная карта, где вот тут вот его ног не видно, а здесь они есть. То есть как ухватиться, цикличность, да, вот вернуть цикл вспять, вернуть что-то, что вот нарушено, наладить это. А человек как будто бы вот не торопится это делать или противостоит этому, мол, не нужно, не хочу, не буду, да, дай мне время подумать. Карта девятка жезлов, карта тоже ваших страхов, скорее о том, что вы боитесь какой-то не дистанции даже, а вот прохладности, боитесь, что кто-то будет выстраивать барьеры. Да, и карта башни, это может привести к разрушению, выстраиванию барьеров, или чье-то упрямство может привести к разрушению. Или чья-то готовность защищаться, защищать себя может привести к непоправимому, когда уже ничего нельзя будет вернуть. Карта девятка пентаклей, итог расклада, итог декабря, ваше ощущение успеха, скорее все-таки, успеха и понимание, что тяжелые времена позади, что в период отчаяния какой-то и стресса он позади. То есть вы больше чувствуете благополучие, окружены вниманием, окружены здесь достатком, роскошью, да, все достаточно неплохо по этой девятке пентаклей здесь. То есть хорошая такая карта, которая у вас показывает, что завершаются страдания, мучения, какой-то дискомфорт, вы уходите тут свет впереди, к свету, к добру, к чему-то позитивному, солнечному. Может быть, в следующий год, если этот был не самым, может быть, удачным, следующий год будет более позитивным, начиная там с января. Итак, дорогие мои раки, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, подписывайтесь на мой YouTube-канал. До скорого!